Вчера в Баку состоялось обсуждение по вопросам транспорта, в котором принимал участие и сам Алиев. В своем выступлении он снова затронул все давно известные темы, так называемый Зангезурский коридор, так называемые этнические чистки против азербайджанцев, так называемый хаджалинский геноцид и так далее. Отдельно он еще критиковал проект правительства Армении «Перекресток мира», сказав, что данный проект может сработать, если Азербайджан так захочет, так как этот проект без Азербайджана не стоит и копейки. Алиев опять решил, что без него земной шар не будет вращаться. С одной стороны, это очередной сигнал Пашиняну, который рассчитывал, что проект «Перекресток мира» изменит позицию Алиева. Однако его политика остается неизменной, поскольку нагнетание антиармянской риторики – один из инструментов удержания власти. С другой стороны, раздражение Алиева объяснимо. Он понимает, что «Перекресток мира» получил поддержку Запада, Ирана и даже Турции. Эрдоган – прагматичный политик, который всегда учитывает экономические выгоды. Именно поэтому под влиянием США Турция готовится к открытию границы с Арменией и восстановлению железнодорожного сообщения. Хочу отметить, что заявление Алиева об открытии Зангезурского коридора является ничем иным, как попыткой Азербайджана навязать Армении незаконные требования. Во-первых, в трехстороннем заявлении 2020 года нигде не упоминается термин «Зангезурский коридор», который, по мнению Алиева, стал общепринятым в мире выражением. Просто отметим, что термин используется 4-5 странами. Мир куда шире. В документе говорится лишь о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе, и Армения никогда не брала на себя обязательства предоставлять экстерриториальный коридор, лишенный контроля со стороны армянских властей. Во-вторых, Армения неоднократно заявляла о своей готовности разблокировать региональные транспортные маршруты на основе принципа суверенитета и взаимности. Однако Баку продолжает выдвигать односторонние и неприемлемые условия, требуя создания особого режима проезда через южные районы Армении, что противоречит как международному праву, так и национальным интересам Армении. Вместо одностороннего навязывания требований Азербайджану следовало бы придерживаться диалога и уважать территориальную целостность соседних государств. Если Баку действительно заинтересован в разблокировке транспортных связей, то единственный путь к этому – добросовестные переговоры без ультиматумов и угроз. Тут Алиев проговорился, что США в свое время мешали построить железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. А причина, опять же, была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению. Поэтому на тогдашнее руководство Грузии американским государством оказывалось очень серьезное давление, чтобы оно не дало согласия на это. Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и, наконец, смогли прийти к договоренности. Зря Алиев сказал это. И знаете почему? Потому что он описывает события середины нулевых, когда у власти в США была республиканская партия и президент Буш-младший. Тем самым Алиев признал, что проармянская политика США – это не прерогатива исключительно демократической партии. Если поддержка Армении входит в интересы Вашингтона, эту политику будут проводить вне зависимости от партии или президента. Алиев признал, что его антиармянская политика не находила поддержки США при любом президенте. А то получается, что Байден плохой, Буш плохой, Обама плохой. А Трамп, значит, хороший? Ну, посмотрим. Интересно, а старший брат Азербайджана Турция согласна ли на функционирование маршрута согласно трехстороннему заявлению? По поводу утверждений Алиева и его режима о том, что якобы в ноябре 1920 года советская власть отобрала у них западный Зангезур и совершила преступление против азербайджанского народа, передав его армянам. Что было на самом деле? 10 августа 1920 года между Первой Республикой Армения и РСФСР было заключено соглашение, по которому в спорной области Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичевань до урегулирования территориальных споров вводилась Красная Армия. После подписания соглашения командовавший армянскими войсками в Зангезуре генерал Дро покинул регион, однако его помощники, командующий Капанским районом Гарегин Нжде и командующий Сисианским районом Пагос Тердавтян,
отказались признавать соглашение, опасаясь, что Зангезур будет отдан советскому Азербайджану. Дашнакские отряды начали партизанскую войну против советских войск и союзных им турецких частей. В начале октября 1920 года в регионе вспыхнуло массовое восстание против советской власти. В боях с Красной армией вскоре погиб Тердавтян, и Гарегин Нжде единолично возглавил восстание. К концу ноября 2 бригады 11-й части Красной армии и несколько турецких батальонов, всего 1200 турок, были разгромлены армянами, и Зангезур полностью перешел под контроль армянских повстанцев. Видя все это, 30 ноября 1920 года Азревком Советского Азербайджана, декларируя намерение положить конец территориальным спорам, согласился на включение Зангезура в состав образованной Советской Армении. Вывод. Зангезур остался в составе Армении не по желанию Советской России или Советского Азербайджана, а лишь по воле доблестной армянской армии под командованием Гарегина Нжде. Добавлю от себя. Все мы знаем, что Алиев живет в иллюзорном мире альтернативной истории, которую сам и придумал. Но это его проблемы. Пусть продолжает распространять эту выдуманную историю для своей аудитории. Настоящая история помнит все. Постскриптум. Послы стран Евросоюза несколько часов назад в Брюсселе утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на 2 года, до 19 февраля 2027 года. Это значит, что наблюдатели ЕС продолжат работу в приграничных регионах, фиксируя ситуацию и контролируя стабильность. И это важный сигнал. Европа не уходит, Европа остается. Армения больше не 1 на 1 с агрессией Азербайджана. Все это шаги к укреплению безопасности и окончательному разрыву зависимости от Москвы, которая не просто не помогла, а фактически предала и не один раз. ЕС показывает, Армения – часть европейского пространства, и ее безопасность – вопрос международного масштаба. Теперь главное – двигаться дальше в этом направлении, усиливать сотрудничество и защищать национальные интересы на всех уровнях. Итак, европейские партнеры Армении, даже Венгрия и Словакия, не поддались угрозам Баку и инсинуациям Москвы. Это не означает, что враги Армении успокоятся. Они продолжат свои провокации против европейского курса Еревана. Но теперь им придется намного труднее, учитывая продление срока миссии ЕС и подписанную хартию о стратегическом партнерстве с США. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.